Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре коллекционная техника, да-да, я наконец до нее добрался, до коллекционной техники 9-го левела, француз, средний танк AMX 30. Все, выкупил, уже, кстати, купил и десятку, и следом будет обзор на десятку. Но сегодня у нас AMX 30. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, сразу прожми лайк под этим видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем изучать, что же такое AMX 30. И начнем мы, конечно же, с бронирования. Go! Итак, коллижная модель AMX-30, ну и давайте смотреть. Начнем с корпуса. Нижняя часть НЛД 89. У нас вот тут двухсоставной, что НЛД, что ВЛД, будем так это называть, да. Основная деталь НЛД 79, и понятно, все это картон. ВЛД первая часть 94, и, конечно же, брони нету. Выше вот здесь полоска тоже 94, а вот вверх уже в приведенке у нас почти 100 миллиметров, и система пишет рикошет, потому что мы имеем хороший угол склонения брони. Люк мехвода 54, тут даже вопросов нет. Теперь касаемо башни, начнем с маски. Кругляк вокруг ствола 260, это хорошо. Здесь 257, здесь вот 300, да и тут тоже 340, то есть есть точки. Вот эти вот ребра по 340. Нижняя часть 268 рикошет, здесь 279 рикошет. В целом маска, как для СТ 9 левела, очень крепкая, что тут даже говорить. Вот, верхняя планочка у нас 45 мм, перейденки 121, и система тоже пишет рикошет. Вот эти вот части 190, здесь 200, аналогичные с этой стороны. Вот это пробивается, маска нет. Люк, понятно, 112. Боковое бронирование 30 мм, танковать от борта, ну, будет разве что только умалишенный. Но за счет ВЛД и за счет маски и верхней вот этой планочки мы будем очень много рикошетить, и у нас будет, да, прямо все отбиваться. Рикошет. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. ВЛД крепкая, маска и вот эта планка. Все остальное, по сути, картон. Давайте глядеть, а что у нас по основным модулям. Стоковые пушки, ребят, прям даже не интересуют, мы их рассматривать не будем. Нас интересует топовая десятка, на ней только и нужно катать на МС-30. У нас хорошая альфа, как для СТ 9 левела, 390. Бронепробитие на основном 248, 300 на голде. Отлично. Заряжается пушка на стойке 8,7 секунды. А для такой, скажем так, альфы вообще хорошо, но мне, как всегда, мало. Ну да ладно. 2700 ДПМ на стойке, 0,37. Неплохая достаточно точность для такой дуры, да, 105 миллиметров. Вот. 2,3 секунды время сведения, что тоже, в принципе, неплохо. Вот, обязательно качайте топовый двигатель. На нем, как ни странно, вот смотрите, у нас, значит, 720 лошадей. Здесь тоже 720. Вы скажете, а зачем качать двигатель? А нужно, потому что на топовом двигателе все равно танк быстрее. Потому что сток у нас весит 2 тонны 100 килограмм, а вот топовый менее 1,5 тонны. Вот здесь у нас и есть экономия. Обязательно качайте топовую ходовую, ну, понятно, топовую рацию. Касаемо полевой модернизации. Легкосплавные узлы крепления. Здесь я вам бы рекомендовал настройку рычагов подвески, антибликовую маскировку фар. Так. А вот здесь, наверное, ничего не качайте, да. Вторым слотом лично я беру на разведку. Почему? Потому что я катаю на этой тачке с просветленной оптикой. Мне это нравится. Я еще, кроме собственного дамага, еще постоянно получаю много ассиста по засвету для наших союзников. По оборудованию турбину обязательно, прям становится невероятно быстрая машина. Просветленку и досол. По снарядам основной у нас подкалиберный снаряд, летит 1100, что очень хорошо. А вот кумулятивный снаряд достаточно медленный, 800, и к нему нужно, конечно же, привыкать. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке.
Теперь по плюсам и минусам машины. Что касаемо огневой мощи. У нас есть терпимо сносные УВН, минус 8. У нас обычный быстрый снаряд. У нас хорошая сочная альфа в связке с достаточно быстрым все равно заряжанием. Честно уж, 7 секунд для такой альфы это очень себе даже неплохо. То есть у нас ДПМ 3300. Что достаточно годно. 2.06 вот сейчас уже время сведения, 0.33 точность. Вот при такой сборке, таком экипаже. Все тут хорошо, как я считаю, по пушке. По ХП 1650 и как для 9 левела это норма, стандартное значение. По мобильности 70 вперед с турбиной. 26 назад, очень хорошо назад едет. Удельная мощность почти 24 с небольшим лошадиных сил на тонну. По незаметности почти 29%. Перк незаметности у меня вот только прокачивается у 3 членов экипажа. На 32% мы здесь можем рассчитывать, и это плюс. По мобильности тоже плюс. По обзору 463 метра на просветленке. Не сказать прям, что жир-жир, но это 9, не 10 левел, и в принципе нормально. Ребята, основные критерии этой тачки — это хорошее орудие с сочной альфой и подвижность машины. И даже иногда, когда будете высовываться от УВН, вы что-то будете рикошетить своей башней и ВЛД. Вот, наверное, основные критерии этой машины. Предлагаю же отправляться в бой. Давайте поглядим, собственно, на что способен АМХ-30. Погнали. Так, ребята, обзор боем. АМХ-30. Вот, французский средний танк 9 левела. Коллекционный аппарат. Не проходная прокачиваемая, не прем, а именно коллекционка. Вот. Вот. Куда нам поехать бы повыгоднее так? Понастрелять побольше, да? Наверное, налево в наш любимый кустик. У нас невероятно хорошая подвижность, просто уникальная. Вот, разгоняемся, смотрим. 54, 55 разогнались. Все, 59, 60, ребята, 60. Это же круто, круто. Вот. Вот. Бобы делаем им. Зашел блайнд. Не знаю, если... Две тыки мы уже загрузили. Хоря поехала. Дайте-ка мы голду подгрузим. Хори все-таки бронированный агрегат. А с ним это у нас урончика. Постой на каточке, родной. Вот ассист.
Давайте еще. Ты мерзкий. Похоронили. Ты погляди, как метко стреляет. Забили еще одного кабанчика. Уже и голду не жалко. Надо победить в этом бою. Все, меня спасли. Не получился прорыв. Так, танканули. Ребят, даже танкуем что-то тут. 2-4 сдали, 900 не светили. Уже неплохо, на самом-то деле. Еще насрали. 3К, ребят. Мы тут такую атаку пережили, что тут даже говорить нечего. Счет 9-9, надо затаскивать. Еще, ну все. План сделали, 3К. Ё-моё, вот это плохо было. Я его не пробил, а он мне дал. Ну вот это вообще дерьмо. Что наши делают? Уничтожили 3400 реплики. Суммарно 4200 где-то. 4200. 3 фрага у нас. Непонятно еще концовка боя пока.
11. Вот и нахера с корпусу побил. Ну такое, короче. Ну сейчас наш попередохнут, сейчас вафля высветится. Я стараюсь 103-го блайндом забрать. Блайнды летят, да. Скоро снаряд кончится. Меня тоже кидают. Я как в спину приедет чарфуку. Елка что ли отошла, получается. Не светится больше рентген. Ну, ребят, план сделали, переигрывать не буду. Пушку протестили. Так, а что я стреляю? Да, Т-103 еще у них живой, да-да-да. Я боюсь, к нам в спину сейчас заберут. Здесь надо где-то гостей ждать. Так, Т-103 сдох, хорошо. Ну, походу ничья. Не, хорошая пушка. Очень хорошая подвижность на танке. АМХ-30 прям супер-супер. Я уже купил АМХ-30Б, тоже с коллекционки. Следующий обзор будет на топ-10. Не, я сюда приехал, чтобы нам в спину не заехали. Все-таки вафля со Скорпом вдвоем стоят, а вот спину нам могут попытаться вкатить. Тем более, что елочка отошла.
ПХП они, конечно, проигрывают. Не, ну пушка тут комфортная. И плюс альфа какая хорошая. Вот единственное, что, как по мне, опять же, для этой пушки, ну, можно в этой в игре быть всем недовольным, но мне не нравится, как она долго заряжается. Ну, блин. Ну, долго заряжается, потому что альфа. Стою тут, как три тополя на плющихе. Ага, елка все-таки там еще. Пока тусит. Эх бы еще плюшку бы дать, был бы знатно. А так получается сколько у нас? А так у нас получается 4300 суммы. Ну, для девятки нормальный результат. Да. Для девятки нормально. Ну я никуда не... С таким хп куда я поеду? 90 хп. Вообще ничего нельзя. Ни одной тычки. То есть ни одной ошибки с таким хп уже совершать нельзя. Поэтому, ну, я согласен на ничью. Я и так в начале боя жил, не пойми в каких условиях боевых. В любой момент мог отлететь. Ну вот и ничья. Увы, ничья. Ну да ладно. 3 фрага. А мы сейчас, кстати, мы же блайндов новых кидали. Запоминаем. 3378. Угу. Сейчас посмотрим, сколько урона у нас по факту. Вот даже в ничьей нам начислили 102 924. А второе место у нас по урону Сайтик РНР у нас накидал 5К. 5К. 4169 чистого урона. То есть это получается у нас зашло еще как минимум 2 блайнда зашло. 4К мы дали. 4, ну почти 4200, да. И ассист у нас сколько? 946. И 4200, ну грубо говоря, там 5100 с лишним, да, 5100 с лишним. Отлично, хороший. Кстати, заблокировали урона на 1240. Вот так вот. Брони практически-то особо нету, ну что-то рикошетим. Ребята, девятка, АМХ-30. Очень нравится танк подвижностью. Конечно же, нравится альфа. Но, блин, не нравится, как заряжается. Побыстрее бы было бы круто. 390 альфа, 7 секунд у нас. Все равно быстро, но мне, как всегда, мало. Ребят, по 5-бальной системе 4 с плюсом танк заслуживает. Реально интересная тачка на 9-м левеле. У кого есть АМХ-30, конечно же, пишите свои комментарии, как вам эта машина в целом. Как по мне, годная. Вот. Какое вы используете на ней, конечно же, оборудование. Вот. Конечно же, прожимайте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. А я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.